Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Но новички, кто еще не знает такие ниточки, смотрите, называются они Alize Angora Gold Simli. Идем дальше. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Видите, как переливается ниточка? Как раз вот металлическая вставочка. Итак, нам советуют производители: берите крючок от 2 до 4. Я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, крючок номер 3. Вы, в свою очередь, подбираете под свою плотность вязания, ну, естественно, под свою пряжу. Итак, пока не забыла, назову цвет данной пряжи, данных ниточек. Смотрите, 114. Angora Gold Simli. Ну что, свяжем? Итак, смотрите, вот ниточка поближе. Если немножко раскрутить ее, она состоит из 3 ниточек. Как раз вот именно шерсть, акрил и металлическая ниточка, да? И она, конечно, немножечко за счет шерсти маленькие ворсиночки есть. И новички, когда будете вязать данной пряжей, крючок сильно тоненький не берите, потому что ворсинки цепляются, и они, конечно, мешают вязанию. Поэтому берите крючок потолще. Ну и заранее просчитывайте, что вы будете вязать, потому что распустить будет сложно, но возможно. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика. Схемку я прикладываю. Схемка очень хорошего качества, читабельная. Раппорт узорчика будет 8 петелек. Ну и давайте наберем с вами 32 воздушные петельки. Это будет 4 раппорта. Итак, вначале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. А теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, предлагаю сделать вспомогательный ряд, чтобы новички не запутались в воздушных петельках. Вспомогательный ряд будем делать из столбиков с накидом. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вот в 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Дальше накид. В следующую петельку цепочки прям по порядку ныряете и провязываете еще один столбик с накидом. И вот так вот вы будете шагать столбиками с накидом полностью по всей вашей цепочке и провязывать ровно такое количество столбиков, сколько у вас воздушных петелек. То есть в моем случае у меня 32 воздушные петельки. Значит, я буду провязывать 32 столбика с накидом. Ну, естественно, считайте, чтобы не ошибиться. Вот, и так вот вы вяжете до конца ряда. Не забывайте, что первые вот эти 3 петельки подъема, которые мы с вами провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Дальше самостоятельно провязывайте до конца ряда, и в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем петельки подъема в количестве 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Теперь 1 воздушная петелька по узорчику. Итого у нас получилось 6 воздушных петелек. Дальше смотрите внимательно. 2 накида. Возвращаемся сюда же, в этот же столбик, самый первый, и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Есть. 2 накида. Дальше в следующий по порядку столбик нырнули и провязываем точно такой же столбик с 2 накидами. Провязываем все по 2 петельки. 2 накида и третий раз точно так же делаем. В третий столбик провязываем столбик с 2 накидами.
Вот такая картина первоначально получается. Далее, смотрите, делаем 2 накида, а вот в наших столбиках пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик нырнули и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Видите, вот такая вот арочка получилась. 2 накида, в следующий по порядку столбик ныряем и провязываем еще один столбик с 2 накидами. Есть. И 2 накида в 3-й столбик, точно так же столбик с 2 накидами. Вот видите? Так должно получиться. Идем дальше. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 накида. Возвращаемся сюда же, вот в этот же столбик, который мы только что провязывали. Нырнули в него и провязали столбик с 2 накидами. Поняли, да? Вот, видите, как получается. 2 накида в следующий столбик. Ныряем, провязываем опять столбик с 2 накидами. 2 накида и в следующий столбик столбик с 2 накидами. То есть вообще ничего сложного, видите? Вот эти вот 3 столбика мы как раз провязали вот в самом начале нашего ряда. Все, и дальше все точно то же самое. 2 накида, пропустили 3 столбика, раз, два, три, в 4-й нырнули и провязываем столбик с 2 накидами. Раз, следующий столбик с 2 накидами, 2, и в следующий столбик с 2 накидами, 3. Как только провязали 3 столбика с 2 накидами, помните, да, делаем арочку вот такую вот из 3 воздушных петелек. Раз, два, три. 2 накида и опять возвращаемся именно в этот же столбик и провязываем столбик с 2 накидами. Все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Совсем ничего сложного нету. Вы самостоятельно справитесь. Схемка, если что, перед вами, кто умеет читать по схемке. Кто не умеет читать по схемке, просто повторяйте все, что мы с вами провязали. Все, встречаемся в конце ряда. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Как мы заканчиваем ряд? Вот мы провязали последние наши 3 столбика с 2 накидами. Делаем воздушную петельку, 2 накида. И сюда же, куда мы провязывали последний столбик, нырнули сюда же в 3-ю петельку подъема и провязали столбик с 2 накидами. Все, вот наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот. И сюда же, в верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. Далее идет арочка. Мы в эту арочку провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. Теперь смотрите внимательно. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Вернулись обратно к нашему столбику без накида. Взялись вот так вот за 2 петельки, вертикальную и горизонтальную. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки. Стоп. Дальше не провязываем. Опять накид сделали, вернулись к нашему столбику без накида, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. А теперь 3 петельки провязали вместе. Зафиксировали, перепрыгнули все наши 6 столбиков с 2 накидами, вот следующую арочку. По схемке написано, что необходимо в арочку делать 4 столбика без накида. Но я попробовала, немножко некрасиво получается. Я сделаю 5 столбиков без накида. Раз, вы потом увидите почему. 2, 3, 4, 5. Вот такая картина получается. Далее опять делаем точно так же 3 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Итак, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Вернулись к столбику без накида, захватили 2 петельки, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Еще раз точно так же вернулись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, 3 петельки на крючке. Теперь 3 петельки провязали вместе, зафиксировали и перепрыгнули все наши 6 столбиков в следующую арочку. В арочку я провязываю 5 столбиков без накида. Раз, два, 3, 4 и 5. Вот, понятно? Несложно? И вот так вот шагайте, перепрыгивайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте, у вас получится.
Итак, как мы заканчиваем данный ряд? Вот практически до конца провязали. Перепрыгиваем наши последние 6 столбиков. Вот наша арочка. В арочку провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. И помните, мы здесь провязывали 5 воздушных петелек подъема. В пятую петельку нырнули, вытянули ниточку и точно так же столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 5 воздушных петелек. Раз, два, три, четыре, 5. Поворот. Одна воздушная петелька по узорчику. Итого получается 6 воздушных петелек. 2 накида. И смотрите, возвращаемся в самый первый столбик и в него провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида. В следующий, видите, у нас 2 столбика в арочке. И в каждый столбик мы провязываем по столбику с 2 накидами. По 2 петельки. И последний столбик с 2 накидами. Итого, смотрите, у нас получилось 3 столбика с 2 накидами и маленькая такая арочка. Точно так же мы с вами провязывали в самом первом ряду. Далее, смотрите, 2 накида. Мы перепрыгиваем к следующей арочке. Вот она, видите? Мы здесь, помните, провязали 5 столбиков без накида. Вот, мы провязываем в первый столбик столбик с 2 накидами. Во второй столбик столбик с 2 накидами. Секундочку. С 2 накидами. И в третий столбик столбик с 2 накидами. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 накида. И возвращаемся опять сюда же, в этот же столбик. И провязываем столбик с 2 накидами. Вот он, наш третий столбик. Мы опять в него вернулись. Поняли, да? Точно так же, как в самом первом ряду. И у нас осталось еще 2 столбика. И мы в них провязываем точно так же столбики с 2 накидами. Если здесь было 4 столбика, да, без накида, надо было бы поломать голову, как красиво, правильно провязать. А когда 5 столбиков, даже и мудрить ничего не надо, все получится. Поняли, да? То есть мы с вами повторяем первый ряд. Все, ничего сложного. Давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встретимся, посмотрим, что получается. Так, смотрите, вот такая красота. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и первый ряд. Вспоминаем, да? 3 последних столбика мы сделали. Воздушная петелька, 2 накида. И возвращаемся в последний столбик. И провязываем в него столбик с 2 накидами. Все. Дальше наша с вами задача повторить точь-в-точь второй ряд. Воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. В арочку провязываем 2 столбика без накида. Раз, два. Далее делаем вот такую вот нашу горочку, да, из пышных, получается, из столбиков пышный столбик получается. Столбики с накидом с общей верхушкой. Раз, два, три. Накид. Вернулись к столбику без накида и провязали 2 петельки. Стоп. Накид. Вернулись. Вытянули. Провязали. Теперь 3 петельки все вместе. Провязали, зафиксировали. Перепрыгиваем наши столбики в арочку. И в арочку договорились, да, будем провязывать 5 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5. Все, поняли, да? То есть узорчик сам по себе 2 ряда. Вначале вы вяжете столбики с 2 накидами, да, а потом вы провязываете вот эти вот арочки, делаете вот эти столбики пышные. Все, ничего сложного. И вот так вот до нужного вам размера. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Ну, получится интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот такой вот интересный узорчик. Несложный, не замысловатый, да. Вяжется очень быстро, потому что столбики с 2 накидами и растет узорчик прямо на глазах. То есть связать какое-либо изделие можно очень-очень быстро. Начиная от палантина, вот такими ниточками, да. Если летние ниточки, это топики, маечки, кофточки, кардиганчики. Не забывайте, что узорчик можно поворачивать, так. То есть он получается так вот вертикально будут у вас такие вот волнистые полосочки. Вот так вот можете его развернуть. То есть у вас может смотреть, так скажем, вниз, да, ваши столбики. Вот, то есть крутите, вертите, пробуйте, экспериментируйте из разной пряжи, из разной толщины, разными крючками. Если уже вязали что интересное данным узорчиком, рассказывайте, какой пряжи, что у вас получилось, нам будет интересно.
Из моей пряжи, смотрите, узорчик вот так вот практически не тянется. Вот так вот чуть-чуть тянется. Давайте замерим, что у нас сегодня получилось. Итак, допустим, моя пряжа, да, моя плотность вязания, да. То есть у всех же разная плотность вязания, разная пряжа, разные крючки. В моем, например, случае это получается, ну, 14 сантиметров точно, вот с маленьким хвостиком, там 4,2, например, и так далее. И тут, смотрите, у нас получается по 2 ряда, да, то есть вот как бы считаем вот эти полосочки по 2 ряда. 2, 4, 6, 8. Тут у меня получается будет один ряд 9 и начальный самый первый 10. Итак, по самой верхней точке 11,5 сантиметров. Как вам? Я думаю, что оригинально, в копилочку ваших узорчиков. Получится очень-очень здорово. Опять же, смотрите, он у вас двусторонний, вы можете выбирать любую сторону. Такая сторона у вас будет лицевой. Как вам сегодняшнее видео? Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик. Вам будут приходить уведомления о новинках. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.